Глава 51. Техника малой пространственной телепортации. Сразу же со всех сторон раздались глухие удары. В тот же момент, как только появились 5 призрачных голов, они взорвались, как куча разбитых арбузов, и алая призрачная печать также была полностью уничтожена. С другой стороны, 13 костяных мечей также разлетелись на куски, прежде чем превратиться в пыль, и сразу же после этого алый щит был разорван на части, как будто он был сделан из бумаги. Почти одновременно раздались 2 душераздирающих крика, и тело мужчины в серебряной мантии и женщины в красной мантии яростно взорвались. Из останков мужчины в серебряной мантии вылетела фиолетовая зарождающаяся душа размером около 5 сантиметров, и на ее лице было испуганное выражение, когда она немедленно попыталась бежать с места происшествия. Однако, прежде чем она смогла улететь, Хань Ли уже оказался рядом с ней, а затем протянул руку, чтобы крепко схватить ее. Фиолетовая зарождающаяся душа изо всех сил боролась и извивалась, пытаясь вырваться, но Хань Ли понадобилось лишь небрежно сжать руку, чтобы стереть ее существование. Зарождающаяся душа женщины в красной мантии не посмела сразу же бежать. Вместо этого она воспользовалась отвлечением, вызванным зарождающейся душой мужчины в серебряной мантии, чтобы бежать с места происшествия, быстро улетая в лес вдали. Хань Ли внезапно обернулся, прежде чем открыть рот и выпустить поток белой ци, которая приняла форму летающего меча и устремилась по воздуху. Впереди в лесу раздался грохот, и одно за другим падали огромные деревья. В глубине леса промелькнула полоса белого света, и зарождающаяся душа женщины в красной мантии была мгновенно разрезана на 2 части, прежде чем распасться на светящиеся точки. Это казалось сложным процессом, но на самом деле все произошло в мгновение ока. Тем временем Ци Сюань и мужчина в желтой мантии уже бежали в противоположных направлениях, отчаянно используя секретные техники, чтобы увеличить свою скорость. Мужчина в желтой мантии стоял на гигантской костяной птице, и птица летела с невероятной скоростью, преодолевая расстояние в 700 метров с каждым взмахом крыльев. Что касается Ци Сюаня, то у него на спине выросли пара алых крыльев длиной около 3 метров, и он летел еще быстрее, чем мужчина в желтой мантии. К этому моменту он уже был на расстоянии более 3 километров. Оба они были сильно встревожены и напуганы, почувствовав, как ауры их 2 компаньонов были мгновенно уничтожены. Мужчина в желтой мантии немедленно перевернул ладонь, чтобы достать черно-красное 8-угольное медное зеркало, и с его поверхности вспыхнул черно-красный свет, когда оно появилось прямо за ним. Даже при этом он все еще не чувствовал себя в безопасности и взмахнул рукавом, выпустив 9 маленьких черных флагов, которые соединились друг с другом в воздухе, чтобы в мгновение ока сформировать плотный черный световой барьер, образуя водонепроницаемый защитный слой вокруг него. В то же время изнутри его тела раздался ряд тресков и хлопков, и его одежда разорвалась в клочья, когда из его кожи выступили шипы, похожие на костяные, а затем слились вместе, образуя костяные доспехи, которые покрывали все его жизненно важные области. В другом направлении на лице Ци Сюаня появилось решительное выражение, когда он поднял правую руку, а затем одним быстрым движением отрубил себе руку. В воздух вырвался большой столб крови, превратившись в облако кровавого тумана, которое окутало все его тело, превратив его в полосу алого света, которая устремилась по воздуху с невероятной скоростью. Хань Ли слегка нахмурился и не сразу бросился в погоню. Вместо этого он указал пальцем на Лю Лэр издалека. Полоса лазурного света вырвалась вперед, прежде чем в мгновение ока исчезнуть в ее теле. Вокруг нее мгновенно появились цепи черной молнии, а затем с глухим стуком рухнули. «Брат Камень!» В восторженном голосе воскликнула Лю Лэр. Хань Ли слабо улыбнулся ей, а затем поманил ее одной рукой, и из ее тела вылетел тускло-черный талисман, который взорвался в воздухе, выпустив 5 миниатюрных черных гор, упавших в руки Хань Ли. Затем Хань Ли бросил взгляд на 2 убегающие фигуры, и его руки размылись в воздухе. 2 миниатюрные горы вылетели из его рук, превратившись в пару черных теней, которые устремились по воздуху к Ци Сюаню и мужчине в желтой мантии, сокращая разрыв с феноменальной скоростью. На поверхности 2 гор вспыхнул черный свет, и они увеличились в размерах до более чем 30 метров в полете, оставляя за собой след ряби в пространстве. Вскоре и мужчина в желтой мантии, и Ци Сюань почувствовали, как сзади на них обрушилась ужасающая сила к их тревоге и ужасу. Мужчина в желтой мантии поспешно попытался сложить ручную печать, но было уже слишком поздно. Черная гора обрушилась с разрушительной силой, мгновенно уничтожив 8-угольное медное зеркало, черные флаги и все его остальные защитные сокровища при контакте. Костяная птица под его ногами также взорвалась на бесчисленные костяные фрагменты с отчаянным криком. Затем мужчину в желтой мантии ударила гора, и костяные доспехи, которые он носил, мгновенно уничтожились, в то время как его тело также превратилось в изуродованную массу плоти и крови. Его зарождающаяся душа даже не успела сбежать, прежде чем была уничтожена в мгновение ока огромной силой, заключенной в горе. К этому моменту Ци Сюань был уже почти в 4 километрах, и он с ужасом наблюдал, что стало с его последним оставшимся спутником вдалеке. В этот самый момент другая черная гора устремилась к нему с неостановимой мощью.
В этой отчаянной ситуации он издал гортанный рев, его глаза покраснели, а тело также приобрело алый оттенок. Под его кожей вздулись бесчисленные вены, и все его тело начало раздуваться, как воздушный шар. Раздался оглушительный грохот, и пламя разлетелось во всех направлениях, когда конус огня взорвался, падая сверху в виде огненных шаров. Затем его тело взорвалось в массивный шар алого света, в то время как алые волны распространились по воздуху во всех направлениях. Черная гора прибыла на место происшествия, как молния, но ее слегка задержал алый свет. Зарождающаяся душа Цисюаня воспользовалась этой возможностью, чтобы вылететь из алого света, а затем внезапно исчезла на месте. В следующее мгновение она появилась на расстоянии более 300 метров, а затем открыла рот, выпустив шар кровной эссенции, который сформировал вокруг нее шар алого света. Затем зарождающаяся душа продолжила бежать вдаль с невероятной скоростью. Увидев это, Хань Ли слегка прищурился и снова поманил Люлэйр. Из ее левой руки вспыхнул серебряный свет, и раздался четкий крик, после чего появились бесчисленные точки серебряного пламени, образовав серебряного огненного ворона размером с ладонь. Птица расправила крылья, прежде чем приземлиться на центр ладони Хань Ли. Хань Ли сложил ручную печать, прежде чем указать пальцем на серебряного огненного ворона, и тот мгновенно увеличился в размерах в несколько раз, прежде чем быстро вытянулся, образовав огненный серебряный лук с бесчисленными серебряными рунами, танцующими вокруг него. Хотя на луке не было стрелы, он все же схватился за тетиву другой рукой, прежде чем осторожно потянув назад. Огненный серебряный лук начал сиять ослепительным светом, а затем выпустил несколько вспышек серебряного пламени в окружающий воздух. Серебряное пламя мгновенно слилось, образовав серебряную огненную стрелу, которая была нацелена на зарождающуюся душу Цисюаня издалека. Несмотря на то, что зарождающаяся душа Цисюаня к этому моменту была уже почти в 10 километрах, она все же почувствовала, как по ее спине пробежал холодок, и в ее сердце возникло предчувствие, из-за чего ее выражение лица резко изменилось. «Стой!» В этот самый момент вдали раздался громовой рев. На горизонте появилась точка черного света, которая в мгновение ока превратилась в темное облако, приближаясь к месту происшествия с ужасающей скоростью. Зарождающаяся душа Цисюаня была в восторге, увидев это, и немедленно изменила направление, улетая к темному облаку. Однако Хань Ли не обратил внимания на голос и отпустил тетиву, и серебряная стрела тут же вылетела, прежде чем исчезнуть в воздухе. В следующее мгновение серебряная стрела появилась прямо за зарождающейся душой Цисюаня, а затем в мгновение ока пронзила ее. Зарождающаяся душа вспыхнула серебряным пламенем среди ужасающего вопля и в мгновение ока превратилась в шар черного света. В этот самый момент темное облако также достигло зарождающейся души, и поток черной ци устремился к ней, но было уже слишком поздно. «Как ты смеешь?» В темном облаке раздались громовые раскаты, и было ясно, что тот, кто находился внутри облака, был в ярости. Из облака вырвалась черная призрачная лапа размером с небольшую гору, протянувшаяся к Хань Ли с порывами яростного ветра инь, дующего вокруг нее. Когда призрачная лапа спустилась сверху, на кончиках ее пальцев появились вспышки черного призрачного пламени, выпустив бесчисленные черные огненные шары, которые обрушились проливным дождем. Хань Ли остался совершенно невозмутимым, и в его глазах промелькнул холодный взгляд, когда он сжал кулак, прежде чем нанести удар в сторону неба. Вспышка огромной силы вырвалась в небеса, угрожая разорвать самый воздух на своем пути. Все черные огненные шары, падающие сверху, были быстро потушены, и гигантская черная лапа также остановилась на месте. На мгновение над лапой вспыхнул черный свет, прежде чем она яростно взорвалась на бесчисленные вспышки черной ци, которые рассеялись в ничто. Поднялись порывы яростного ветра, с легкостью разорвав черное облако в небе. В результате появился пожилой мужчина в черной мантии, и его тело слегка качнулось, прежде чем он быстро пришел в себя с растерянным выражением лица. Хань Ли поднял голову, чтобы посмотреть на пожилого мужчину в черной мантии, и в его глазах появился намек на насмешку. Увидев это, на лице пожилого мужчины в черной мантии появилось мрачное выражение, и он перевернул ладонь, чтобы достать мерцающий серебряный предмет, который он швырнул в воздух. Это была серебряная массивная пластина, которая полетела прямо к Хань Ли среди резкого пронзительного звука, а затем внезапно взорвалась сама по себе в воздухе. Из массивной пластины вырвалось безграничное серебряное сияние, распространившееся на площадь более 300 метров, охватив и Хань Ли, и Люлэйр. В свете среди того, что казалось звуком буддийских молитв, появились бесчисленные серебряные руны. Увидев это, Хань Ли внезапно что-то вспомнил и уже собирался что-то сделать, когда из серебряного сияния вырвалась полоса черного света, с невероятной скоростью устремившись к Люлэйр. Хань Ли в мгновение ока исчез на месте, а затем мгновенно появился перед Люлэйр, прежде чем взмахнуть рукой по воздуху. Полоса черного света была отброшена его небрежным ударом, открывая, что это черный летающий кинжал. В этот самый момент серебряный свет в окружающей местности внезапно значительно усилился, заполнив все его поле зрения. Его тело было окутано некой силой, и сцена вокруг него быстро изменилась.
Вскоре его зрение восстановилось, и он оказался в пустом и просторном месте. Это была техника малой пространственной телепортации. Размышлял Хань Ли про себя, оглядывая окрестности. Он обнаружил, что находится в огромной долине под плотным слоем темных туч. По обе стороны от него возвышались высокие черные горы, на которых виднелись какие-то строения. В этот момент он и Люлэйр находились на огромной площади в долине, а пожилой мужчина в черной мантии парил в воздухе над ними. Площадь была размером в несколько десятков гектаров и была усеяна черным нефритом. Из черного нефрита вырывались клубы черной ци, образуя слабый, но упругий слой черного тумана над площадью, из-за чего вся площадь выглядела так, будто находилась на черном облаке. Перед площадью находился огромный и величественный зал, над которым висела черная табличка с надписью «Зал небесного призрака» большими буквами. Глава 52. Теперь моя очередь. Почти сразу же, как Хань Ли и Люлэйр появились на площади, земля вокруг нее задрожала, и из почвы поднялись 9 черных каменных столбов, окружив большую круглую область. Каждый столб был настолько толстым, что обычный взрослый человек едва мог бы обхватить его руками, а высота их превышала 30 метров. Бесчисленные руны и узоры массивов были выгравированы по всей поверхности столбов, а также в них были встроены множество светящихся черных драгоценных камней. Эти камни казались особым видом духовных камней, и все они мерцали ярким черным светом. Кроме того, на вершине каждого столба находилась статуя призрачного существа. Все они были чрезвычайно реалистичны, и хотя это были всего лишь статуи, одного взгляда на них было достаточно, чтобы по спине пробежал холодок. Ослепительный черный свет поднялся от всех призрачных существ на вершинах каменных столбов, прежде чем соединиться в одно мгновение, образовав полусферический барьер из черного света. Поверхность светового барьера была испещрена черными рунами, которые непрерывно мигали, и бесчисленные нечеткие призрачные проекции проявлялись среди вспышек жуткого призрачного воя, представляя собой ужасающее зрелище. Люлэйр невольно вздрогнула, увидев это, и неосознанно прижалась ближе к Хань Ли. Она больше не была неопытной маленькой лисой, которой когда-то была, но это устрашающее зрелище все еще было достаточно, чтобы вселить ужас в ее сердце. Хань Ли даже не удосужился взглянуть на старика в черной мантии, когда он взмахнул рукой в воздухе, выпуская серебряного огненного ворона из своей ладони. Огненный ворон по его велению превратился в серебряную огненную сеть, прежде чем опуститься на Люлэйр в качестве защитного барьера. «Оставайся там и не бойся». Спокойствие Хань Ли очень успокоило Люлэйр. В этот самый момент из окружающих зданий поднялись бесчисленные полосы света, прежде чем сойтись к площади, и все они были учениками секты Небесного Призрака в черных мантиях. Вскоре небо над площадью заполнилось несколькими сотнями человек, и со всех сторон постоянно приближались все новые и новые люди. Однако Хань Ли не обращал внимания на суматоху вокруг себя. Вместо этого он спокойно осматривал 9 каменных столбов и черный световой барьер вокруг себя, в его глазах вспыхивал синий свет. Ученики секты Небесного Призрака, сходящиеся со всех сторон, были уверены, что на секту напали могущественные враги, и все они были весьма озадачены, увидев в центре площади только обычного вида молодого человека, которому на вид было около 20 лет, и маленькую девочку. Однако никто не осмелился задавать вопросы, увидев мрачное выражение лица старика в черной мантии. Старик в черной мантии не стал обращаться к ученикам вокруг себя, а спустился на один из черных каменных столбов, затем начал читать заклинание, выпустив из рукавов 9 табличек массива, прежде чем сделать быструю серию ручных печатей. 9 табличек массива пролетели по воздуху, прежде чем каждая из них опустилась на один из 9 гигантских каменных столбов, а затем в мгновение Ика исчезла в черном свете, исходящем от гигантских столбов. Еще больше рун хлынуло из черного светового барьера, и он мгновенно стал значительно толще, в то время как довольно нечеткие призрачные проекции также стали четче и существеннее. Только тогда старик в черной мантии позволил себе слегка вздохнуть с облегчением, но все еще продолжал делать ручные печати без остановки. В этот самый момент 2 особенно яркие полосы света вырвались издали, прежде чем в мгновение ока достигли площади над ней, открывая пару фигур, одна из которых была седовласым стариком, а другая — внушительным мужчиной со смуглым лицом. Как и старик в черной мантии, оба они также были культиваторами пространственного закаливания. Как только присутствующие на месте происшествия ученики секты Небесного Призрака поняли, что присутствуют сразу 3 старейшины секты, вся суматоха и болтовня мгновенно прекратились. Как только седовласый старик и смуглый мужчина прибыли, они немедленно в унисон высвободили свое духовное чувство, чтобы охватить Хань Ли и Люлэйр, а также быстро осмотреть окрестности. Что это значит, старейшина Цзян? Почему ты использовал пластину малой пространственной телепортации, чтобы привести этих 2 юниоров в секту? Более того, ты даже активировал 9 столбов небесного призрачного монарха. Я уверен, что ты так же хорошо, как и я, знаешь, сколько ресурсов приходится тратить, чтобы активировать этот массив даже один раз, сказал седовласый старик с недовольным выражением лица.
Смуглый мужчина также повернулся к старику в черной мантии с озадаченным выражением лица. «Вы пришли как раз вовремя. Помогите мне привести в действие массив, чтобы сразу же уничтожить этих двоих», сказал старик в черной мантии взволнованным голосом, продолжая делать ручные печати. «Ты активировал массив только для того, чтобы разобраться с этими двумя низкоуровневыми культиваторами. Столбы небесного призрачного монарха могут поймать в ловушку даже существ в стадии интеграции тела. Это что, шутка, брат Цзян?» Усмехнулся смуглый мужчина, не выказывая никакого намерения сотрудничать. Седовласый старик также воздержался от присоединения к старику в черной мантии. Среди ближайших учеников также возникло волнение, но они не осмелились ничего сказать, опасаясь разозлить старика в черной мантии. Многие из них уже успели определить, что два человека, попавшие в ловушку массива, находились только на стадии зарождающейся души и стадии формирования ядра, и даже среди присутствующих учеников было много тех, кто мог с легкостью убить их. Однако старик в черной мантии был культиватором пространственного закаливания, и он заявлял, что необходимо активировать 9 столбов небесного призрачного монарха, чтобы справиться с такой жалкой парой культиваторов. Если бы об этом узнал внешний мир, он стал бы посмешищем для бесчисленных шуток. Не стоит их недооценивать. Этот сопляк стадии зарождающейся души — чрезвычайно грозный культиватор тела, обладающий силой, намного превосходящий его уровень культивации. Взволнованным голосом сказал старик в черной мантии. Смуглый мужчина все еще не был убежден и покачал головой с веселой улыбкой. Седовласый старик опустил голову, чтобы посмотреть на Ханли, который все еще небрежно оглядывался, казалось бы, совершенно не обращая внимания на опасную ситуацию, в которой он находился. В этот самый момент взгляд Ханли внезапно остановился на чем-то, и он пробормотал себе под нос: «Раз уж я уже здесь, почему бы мне не убить двух зайцев одним выстрелом?» Как только его голос затих, он помчался к одной стороне светового барьера, оставляя за собой след остаточных изображений, а затем небрежно коснулся определенного места на световом барьере одним пальцем. Немедленно развернулась невероятная сцена. Весь черный световой барьер начал яростно дрожать, в то время как свет, исходящий от его поверхности, хаотично мигал, а призрачные проекции внутри него внезапно впали в хаотическое безумие, как будто сошли с ума. Улыбка смуглого мужчины немедленно застыла при виде этого, и его глаза расширились от шока. Старик в черной мантии вздрогнул, когда его вырвало полной горстью крови, и он сделал быструю серию ручных печатей, делая все возможное, чтобы стабилизировать массив. «Нам нужно стабилизировать массив. Мы не можем позволить ему вырваться на свободу», встревоженным голосом крикнул седовласый старик, пролетая по воздуху, прежде чем приземлиться на вершину одного из каменных столбов. Смуглый мужчина также пришел в себя и с ошеломленным выражением лица полетел к другому каменному столбу, но было уже слишком поздно. С последней вспышкой света с поверхности светового барьера все призрачные проекции мгновенно исчезли. Сразу же после этого на поверхности светового барьера в унисон появились 9 гигантских призрачных лиц, соответствующих местоположению 9 каменных столбов, и все призрачные лица носили мучительное выражение, издавая пронзительные вопли. Их голоса были чрезвычайно резкими и пронзительными, и все ученики на площади немедленно закричали, закрывая головы руками, в то время как у некоторых из более слабых из них из ушей и ноздрей потекла кровь. Издав эти ужасные крики, бесчисленные черные руны в безумии хлынули из 9 гигантских призрачных лиц, прежде чем резко рассыпаться. Весь световой барьер также разлетелся, как стекло, распадаясь на бесчисленные пятнышки черного света. Более того, на статуях призрачных существ на вершинах 9 каменных столбов появились бесчисленные трещины, прежде чем они взорвались в быстрой последовательности. К этому моменту Ханли уже отдернул палец, и его руки были сцеплены за спиной, когда он направился к Люлэр среди бесчисленных пятнышек черного света, плывущих по воздуху. Люлэр была в восторге, стоя под серебряной огненной сетью, и если бы не то, что они все еще были полностью окружены врагами, она бы уже разразилась ликующими возгласами. 3 старейшины секты Небесного Призрака стадии пространственного закаливания были поражены, увидев, что массив был так легко разрушен, и все 3 чувствовали, как будто им нанесли тяжелый удар. Сотни присутствующих учеников секты Небесного Призрака также были полностью прикованы к месту, глядя с ошеломленными выражениями. «Как ты смеешь разрушать драгоценный массив нашей секты?» Яростно взревел старик в черной мантии, открыв рот, чтобы выпустить поток белого света, который превратился в белое костяное лезвие с 9 большими серебряными кольцами на спине. В то же время он сделал быструю серию ручных печатей, выпустив 5 или 6 печатей заклинаний в быстрой последовательности. 9 серебряных колец на костяном лезвии зазвенели, создавая дезориентирующий звук, в то время как на поверхности лезвия внезапно появились бесчисленные малиновые руны, выпустив ослепительную проекцию лезвия длиной почти 300 метров, которая обрушилась прямо на Ханли. В то же время седовласый старик протянул руку, чтобы призвать старинную черную трость, на конце которой находилась богато украшенная черная голова дракона. Трость сделала круг в воздухе, прежде чем резко увеличиться в размерах, превратившись в черную виверну с парой крыльев на спине.
Виверна открыла свою огромную пасть, чтобы выпустить обширное пространство черного пламени, в то время как смуглый мужчина также без колебаний перевернул руку, чтобы создать серый веер из перьев. Веер, казалось, был сделан из перьев какой-то духовной птицы, и он в безумии влил свою магическую силу в веер, прежде чем энергично взмахнуть им в воздухе. Небо мгновенно потемнело, когда по воздуху пронеслись порывы яростного серого ветра, превратившись в 7 или 8 серых ветреных драконов, которые набросились на Хань Ли. Когда 3 старейшины стадии пространственного закаливания вступили в бой, окружающие ученики секты Небесного Призрака также быстро присоединились к схватке, призывая всевозможные сокровища и читая различные заклинания. Внезапно по всей площади появился духовный свет всех видов различных цветов. Хань Ли немедленно охватил огромным потоком духовного чувства всю площадь, увидев это, обрушив на всю область неописуемо мощный поток духовного давления. Все люди на площади почувствовали, как будто им нанесли удар по голове. Звезды мгновенно начали танцевать перед глазами ближайших учеников секты Небесного Призрака, и они немедленно потеряли сознание, прежде чем рухнуть с неба, упав на площадь в вялом и неподвижном состоянии. В результате все сокровища, вызванные учениками, также с грохотом упали на землю. Напротив, 3 старейшины стадии пространственного закаливания обладали значительно более мощными душами, чем ученики на месте происшествия, поэтому они смогли быстро избавиться от последствий атаки духовного чувства. Все трое продолжали без остановки наносить удары по Хань Ли, и в мгновение ока на него обрушилась проекция лезвия, волна черного пламени и гром ветреных драконов. Хань Ли оставался совершенно неподвижным на месте, не выказывая никакого намерения предпринимать уклончивые действия. Раздалась серия оглушительных взрывов, и малиновые проекции лезвий первыми ударили по телу Хань Ли, только чтобы быть полностью разрушенными и превратиться обратно в белое костяное лезвие, которое было отброшено обратно по воздуху. Черное пламя и ветреные драконы также распались при контакте с телом Хань Ли, не в силах причинить ему никакого вреда. На самом деле, даже его лазурные одежды остались совершенно невредимыми. Что касается Лю Лэйр, то она также была в целости и сохранности под серебряной огненной сетью, поскольку все атаки были выдержаны Хань Ли. 3 старейшины стадии пространственного закаливания в унисон резко вздохнули, не в силах поверить своим глазам. «Теперь моя очередь», — равнодушным голосом заявил Хань Ли, поднимая голову. Глава 53. Опаленный дьявольским пламенем. Как только его голос затих, тело Хань Ли расплылось, прежде чем исчезнуть на месте. «Берегись!» — поспешно крикнул старик в черной мантии взволнованным голосом. Однако, прежде чем он успел что-либо сделать, он почувствовал, как перед его глазами промелькнула тень, после чего его отбросил назад, как тряпичную куклу, как будто в него врезалась гигантская гора. Он пролетел весь путь до горы за пределами площади, прежде чем врезаться в нее с такой силой, что его тело полностью погрузилось в горную стену, и было неясно, пережил ли он атаку. Седовласый старик и смуглый мужчина наблюдали, как старик в черной мантии улетел, и прежде чем они успели разобраться в ситуации, раздались еще 2 глухих удара, когда их обоих также отбросило в разные стороны, прежде чем они тяжело врезались в горную стену. Вся площадь погрузилась в полную тишину. Лю Лэйр смотрела на все бессознательные тела и сокровища, разбросанные по всей площади, и ее челюсть полностью отвисла. Она всегда знала, что Хань Ли чрезвычайно силен, но это все равно выходило далеко за рамки ее воображения, и она чувствовала себя так, будто находится во сне. Пока она все еще смотрела с ошеломленным выражением лица, Хань Ли подошел к ней и с озабоченным выражением спросил: «Ты в порядке, Лэйр? Я в порядке, брат Камень. Все благодаря тем сокровищам и пилюлям, которые ты мне дал». Этот Ци Сюань был действительно коварным ублюдком. Мало того, что он хотел забрать твое духовное пламя себе, он использовал меня как приманку, чтобы заманить тебя сюда. К счастью, он ничего со мной не сделал, кроме как держал меня в плену, ответила Лю Лэйр с оттенком затаённого страха в глазах. Хань Ли кивнул в ответ, затем сел, скрестив ноги, прежде чем достать белую пилюлю, которую положил себе в рот. Несмотря на то, что он намеренно сдерживался в атаке духовного чувства, которую он развязал ранее, его нынешние скудные запасы магической силы все еще были почти полностью исчерпаны. Лю Лэйр слегка запнулась, увидев это, затем с озабоченным выражением огляделась и спросила: «Не должны ли мы покинуть это место, прежде чем сюда придут другие люди, брат Камень, огромная суматоха, которую Хань Ли устроил здесь и, естественно, привлекла внимание всей секты Небесного Призрака, и множество полос света сходились к площади?» «Некуда торопиться», — ответил Хань Ли с беззаботной улыбкой. Всего несколько мгновений спустя на месте происшествия появились несколько особенно больших полос света, открывая 6 фигур, которые излучали ауры, не уступающие аурам 3 старейшин стадии пространственного закаливания. Все 6 были сильно встревожены, увидев ситуацию внизу, и все они сосредоточили свои взгляды на Хань Ли. Все 6 немного колебались, как поступить, и они быстро высвободили свое духовное чувство, чтобы проверить уровень культивации Хань Ли, затем обменялись взглядами друг с другом, прежде чем отступить, чтобы открыть некоторое расстояние, и только тогда они высвободили свои сокровища.
6 сокровищ разных цветов спустились с небес, пронзительно визжа, когда они устремились прямо к Хань Ли с разрушительной силой. Хань Ли даже не потрудился встать, оставаясь сидеть, когда он ударил кулаками, нанося удары в 6 разных направлениях, чтобы противостоять приближающимся сокровищам. Мощные ударные волны прокатились по воздуху, распространяясь во всех направлениях. Раздалась серия оглушительных взрывов, и было такое ощущение, что все сокровища врезались в невидимые стены. Вырвались 6 огромных вспышек духовного света, и все пространство, казалось, и яростно дрожало. К тому времени, как свет погас, Хань Ли уже нигде не было видно. 6 фигур в воздухе слегка запнулись, увидев это, и сразу же после этого Хань Ли появился перед мужчиной средних лет с парой узких глаз, прежде чем без колебаний ударить кулаком. Мужчина средних лет не успел среагировать, как его отбросило назад потоком огромной силы. В быстрой последовательности раздались 5 оглушительных взрывов, за которыми последовал звук сильного удара, и мужчина средних лет рухнул на землю, полностью потеряв сознание. Затем Хань Ли отправил оставшихся 5 культиваторов пространственного закаливания в полет по одному удару на каждого, а затем вернулся к Лю Лэйр, где и встал, сцепив руки за спиной. Культиваторы секты Небесного Призрака, приближавшиеся со всех сторон, как раз успели стать свидетелями этой поразительной сцены, и они поспешно остановились как вкопанные с встревоженными выражениями, обмениваясь озадаченными взглядами, размышляя, как поступить. Все эти высокомерные старейшины стадии пространственного закаливания отмахивались, как мухи, совершенно неприметным культиватором зарождающейся души. Некоторые пробили глубокие кратеры на площади, некоторые были погребены в ближайшей горной стене, а некоторые пробили и опрокинули близлежащее здание. В частности, сотни бессознательных учеников и сокровища, разбросанные по всей земле вокруг площади, представляли собой душераздирающее зрелище. В этот самый момент полоса белого света вырвалась издали, достигнув неба над залом Небесного Призрака, большая часть которого к этому моменту уже рухнула. Затем свет погас, открывая коренастого мужчину в шелковой мантии, которому на вид было не больше 40 лет. У него было квадратное лицо с короткой фиолетовой бородой, и он излучал грозную ауру. Великий старейшина Лу. Это великий старейшина Лу. Слава богам! Все ученики вокруг площади были в восторге, увидев прибытие мужчины с фиолетовой бородой, и все они радостно закричали, как будто нашли спасательный круг, за который можно ухватиться. Взгляд мужчины упал на Хань Ли, и он с осторожным выражением лица быстро сделал серию ручных печатей. Так, наконец-то, появился культиватор интеграции тела, задумчиво пробормотал себе под нос Хань Ли с легкой улыбкой, затем перевернул руку, чтобы создать миниатюрную гору среди вспышки черного света. Гора вылетела из его рук взмахом его руки, быстро увеличившись до размеров в пару сотен метров в высоту в середине полета, когда она устремилась прямо к этому мужчине. Еще до того, как гора прибыла, по воздуху прокатилась волна поразительной силы. Мужчина с фиолетовой бородой оставался спокойным и собранным, и он делал ручные печати с такой невероятной скоростью, что его руки превратились в неразличимую тень. К этому моменту черная гора уже увеличилась в высоту более чем на 300 метров, но как раз в тот момент, когда она собиралась врезаться в мужчину, он внезапно прекратил то, что делал. Вспышка темно-фиолетового света появилась под его ногами, после чего внезапно возник скрытый массив, усеянный рунами, мгновенно поглотив его. В результате гора не попала в цель, продолжая падать к обломкам зала Небесного Призрака внизу. В то же время под ногами Хань Ли и Лю Лэйр также появились идентичные фиолетовые массивы, выпустив вспышку фиолетового света, которая мгновенно окутала их обоих. Внутри уединенной долины в горном хребте Инского некрополя. Пространство здесь было очень ограничено, и естественного света почти не было. Вся долина была заполнена густым черным туманом, а по обе стороны от долины возвышались скалы высотой более 300 метров, на которых были выгравированы какие-то странные узоры и сложные призрачные руны. В каждом из 4 углов долины находился большой столб из синего камня, все 4 из которых были испещрены рунами и имели довольно архаичный вид. В этот самый момент с земли внезапно вспыхнул фиолетовый свет, и Хань Ли и Лю Лэйр одновременно появились в долине. Лю Лэйр все еще находилась под защитой огненной сети, образованной серебряным огненным вороном, и она слегка покачивалась от приступа головокружения, вызванного внезапной телепортацией, но в остальном она была совершенно в порядке. Как только Хань Ли прибыл в долину, он немедленно поднял голову, чтобы осмотреть окрестности. Мужчина с фиолетовой бородой уже появился на одном из столбов из синего камня, а 2 культиватора-мужчины и 1 культиватор-женщина сидели на вершинах остальных 3 столбов, по-видимому, медитируя с закрытыми глазами. У женщины была пышная фигура и набор красивых черт лица, который дополняло красное платье. Она не казалась очень старой, но излучала зрелое очарование. 2 другими культиваторами были гигант-мужчина с одним глазом и горбатый старик. Судя по их аурам, все 3 также были культиваторами интеграции тела. Все 3 в унисон открыли глаза, почувствовав перемены в долине, и с недоумением взглянули на дуэт Хань Ли, прежде чем повернуться к фиолетово-бородому. «Разве ты не пошел на площадь Небесного Призрака, чтобы разобраться с какими-то нарушителями, старейшина Лу?»
Почему ты так скоро вернулся? И почему ты привел этих двоих посторонних в эту запретную зону?» — спросила женщина с недовольным выражением лица. «Нет времени объяснять. Поторопитесь и активируйте массив подавления земного призрачного духа. Этот человек — культиватор тела стадии интеграции тела», — сказал мужчина с фиолетовой бородой взволнованным голосом с мрачным выражением лица. Остальные 3 культиватора были весьма удивлены, услышав это, но каждый из них мгновенно призвал черный значок без каких-либо колебаний. Затем все 4 в унисон подбросили свои значки в воздух взмахом запястий. Раздались 4 металлических лязга, когда значки полетели прямо вниз, мгновенно зарываясь в землю вокруг Хань Ли. Сразу же после этого земля под ногами Хань Ли начала яростно дрожать, и из-под земли раздался ряд оглушительных грохотов. Почва вокруг него яростно бурлила, камни рассыпались, из земли вырвались 4 своеобразные арки, окружив Хань Ли и Люлэйр. Каждая из арок была высотой около 180 метров с 4 столбами, которые были испещрены человеческими и звериными костями. На каждом углу карниза арок висел малиновый череп, и они непрерывно раскачивались на ветру, как красные ветреные колокольчики. В самом центре каждой арки была выгравирована гигантская призрачная голова, и каждая из них отличалась по внешнему виду от остальных. Прежде чем Хань Ли успел что-либо сделать, 4 призрачные головы на арках, казалось, внезапно ожили, и их глаза в унисон повернулись к нему. Из всех их глаз вырвалось обширное пространство малинового света, а затем переплелось, образовав проекцию моря бурлящей крови, которая охватила всю область вокруг Хань Ли и Люлэйр в радиусе более километра. Находясь в море крови, Хань Ли чувствовал, как на его плечи давит огромный груз. Его одежды плотно прижимались к его телу, и все его движения стали немного медленными и вялыми. В его глазах вспыхнул синий свет, из его тела в быстрой последовательности раздалась серия громких тресков и хлопков. Однако он лишь слегка покачнулся под огромной силой, давящей на него, прежде чем снова стабилизировался, казалось бы, совершенно невозмутимый. Серебряная сеть над Люлэйр начала деформироваться под огромным давлением, и самая верхняя часть сети значительно прогнулась, но она смогла сохранить свою форму, как только Хань Ли влил в нее ряд печати заклинаний к большому облегчению Люлэйр. Женщина в красном смотрела на Хань Ли и Люлэйр с недоверчивым выражением лица. Как это возможно? Похоже, мы все еще недооценили его. В лучшем случае, этот массив сможет лишь временно поймать его в ловушку. Однако теперь, когда я привел их в долину дьявольского пламени, я могу использовать 9 небесных дьявольских огней, оставленных в долине патриархом костяного пламени, чтобы уничтожить их, сказал с фиолетовой бородой мужчина, и в его глазах появился свирепый взгляд. Одноглазый мужчина и горбатый старик быстро обменялись взглядами, и оба кивнули в знак согласия с этим курсом действий. Таким образом, все 4 немедленно начали делать быструю серию ручных печатей, и звук их коллективного песнопения раздался в долине. В то же время в долине появился слабый гудящий звук, который быстро становился все громче и громче, заставляя всю долину дрожать и гудеть. С отвесных скал по обе стороны долины начали скатываться мелкие камни, и призрачные руны, выгравированные на них, излучали ослепительный свет. Ранее довольно нечеткие узоры внезапно стали чрезвычайно яркими и реалистичными, и они быстро соединились, образовав ряд черных огненных цветков лотоса. Цветки лотоса раскачивались, когда из их лепестков вырывались потоки черного пламени, непрерывно хлынув в долину. Вскоре вся долина наполнилась морем черного пламени, которое полностью затопило Хань Ли и Люлэйр. Глава 54. Поглощение дьявольского пламени. Это черное пламя было довольно своеобразным. С исходящим от него палящим жаром казалось, что вся долина погрузилась в печь, но в то же время черная, как чернила, дьявольская ци постепенно проникала по всей области, источая ужасающую ауру. Находясь в море черного огня, Хань Ли и Люлэйр подвергались воздействию невероятно высоких температур, настолько высоких, что воздух вокруг них становился искаженным и нечетким. Люлэйр уже побледнела, как простыня, наблюдая за приближающимся морем дьявольского пламени с ужасом. Однако затем она сразу же обнаружила, что серебряная огненная сеть вокруг нее, казалось, высвобождает какую-то огромную силу всасывания, которая втягивает в себя все окружающее дьявольское пламя и невыносимую жару, создавая прохладную и освежающую зону радиусом в несколько метров. В результате Люлэйр мгновенно почувствовала себя намного спокойнее. Несмотря на то, что у Хань Ли не было серебряного пламени, чтобы защитить себя, он выглядел чрезвычайно спокойным и собранным, стоя в бурлящем море дьявольского огня. Как раз в тот момент, когда дьявольское пламя вокруг него собиралось захлестнуть его тело, он внезапно открыл рот, прежде чем резко вдохнуть. Все черное дьявольское пламя вокруг него мгновенно хлынуло ему в рот в безумии, и за какие-то 2-3 секунды большая часть огня в долине была поглощена Хань Ли. 4 культиватора интеграции тела вокруг долины были настолько поражены, увидев это, что их глаза чуть не вылезли из орбит, и они поспешно прекратили то, что делали.
В результате диаграммы черного огненного цветка лотоса на отвесных скалах быстро вернулись к своей первоначальной форме, но по сравнению с тем, что было раньше, узоры явно немного потускнели. Тем временем Хань Ли не выказывал никаких признаков остановки, и только после того, как он поглотил весь черный огонь в долине, он закрыл рот, прежде чем громко рыгнуть, казалось бы, все еще не совсем удовлетворенный едой. Как кто-то может поглотить 9 небесных дьявольских огней? Что это за чудовище? Мы не можем больше сдерживаться, товарищи даосы. Мы должны убить его сейчас, пока он все еще в ловушке массива подавления земного призрачного духа. В противном случае, как только он выйдет, последствия будут катастрофическими. Взволнованным голосом крикнул фиолетово-бородый мужчина. Он поднял руку, когда говорил, чтобы призвать старинный фиолетовый медный фонарь высотой не более 15 сантиметров, затем пропел сложное заклинание, осторожно потирая руки. В фонаре загорелось слабое фиолетовое пламя, и в то же время на поверхности фонаря появились бесчисленные крошечные фиолетовые руны, прежде чем быстро закружиться вокруг него. Из фонаря поднялся поток густого фиолетового дыма, а затем в мгновение Эйка быстро увеличился, образовав чрезвычайно реалистичного гигантского фиолетового тигра. Тигр был размером с павильон, и он поднял голову, прежде чем издать безмолвный рев, а затем с невероятной скоростью набросился прямо на Хань Ли. На другом каменном столбе женщина в красном платье читала заклинание, в то время как ее глаза покрылись слоем красного света. Красное платье, которое она носила, начало развиваться вокруг нее, несмотря на отсутствие ветра, и вся кожа и плоть по всему ее телу быстро увядали со скоростью, заметной даже невооруженным глазом. Ногти на ее тонких пальцах удлинились и почернели, превратившись в набор зловещих когтей, в то время как плоть на ее соблазнительном лице растаяла, и она превратилась в живой розовый скелет. Она грациозно спикировала вниз, двигаясь с поразительной скоростью. В мгновение Эка появилась прямо над Хань Ли, оставив за собой след остаточных изображений, прежде чем злобно ударить вниз одним набором когтей. Над Хань Ли возникли пространственные флуктуации, и появился белый костяной коготь размером с небольшую гору. Пальцы гигантского когтя были остры, как лезвие, и они пронзительно визжали, когда злобно схватили голову Хань Ли, а из ладони когтя хлынула серая зловещая ци. Несмотря на то, что костяной коготь также был вовлечен в проекцию моря крови, казалось, что он совершенно не пострадал. Хань Ли оставался неподвижным на месте, когда он небрежно поднял руку вверх, выпуская миниатюрную черную гору, которая в мгновение К превратилась в полноразмерную гору, прежде чем с ужасающей силой врезаться в белый костяной коготь. Черная гора взорвалась под костяным когтем, рухнув с неба ливнем гигантских камней, но костяной коготь также разлетелся при ударе. Бескрайнее пространство зловещей ци быстро исчезло, оставив после себя лишь бесчисленные костяные фрагменты, оставшиеся от гигантского когтя. Прежде чем розовый скелет успел что-либо сделать, его подхватила разрушительная ударная волна снизу, как хрупкий лист на ветру, отбросив в воздух, не в силах оказать никакого сопротивления. Розовый скелет, словно безвольная кукла на ветру, кружился в воздухе, пока не рухнул с грохотом на каменный склон горы, разлетевшись на мелкие осколки костей. Как раз в этот момент в схватку вступил гигантский фиолетовый тигр, открыв пасть, чтобы выпустить столб фиолетового света, который обрушился вниз с замечательной скоростью и силой. Однако всего один небрежный взмах руки Хань Ли рассеял столб фиолетового света с оглушительным грохотом, после чего он подпрыгнул в воздух, полностью игнорируя повышенную силу гравитации, когда появился прямо под брюхом гигантского тигра. Затем он молниеносно протянул обе руки, одной рукой схватив гигантского тигра за голову, а другой — за одну из его задних лап. Мускулы на его руках вздулись, и, несмотря на отчаянные попытки гигантского тигра вырваться, он был совершенно не в силах вырваться из его тисков. Как раз в тот момент, когда он собирался развести руки в стороны и разорвать тигра надвое, из земли внизу внезапно раздался глухой удар, и из почвы вырвались 4 огромных черных копья, испускающих слабый черный блеск, пронзив море крови, когда они злобно погрузились в жизненно важные органы Хань Ли. Раздался громкий лязг, и было такое ощущение, что 4 копья ударились о стальную стену. Сила удара заставила копья отскочить назад, когда они яростно задрожали. Внезапно земля раскололась, и из нее выскочил гигантский черный паук. На его голове было 2 ряда белых фасеточных глаз, а его 8 лап, похожих на копья, были толщиной с человеческие руки. Под его брюшком также висел серый мясистый мешочек, и при ближайшем рассмотрении Хань Ли обнаружил, что в мешочке находился никто иной, как тот самый горбатый старик. Паук, казалось, вырос из выпуклости на его спине, представляя собой очень отвратительное зрелище. Как только черный паук появился, он еще раз скрестил свои 2 острые передние лапы, прежде чем поднять их вверх. Малиновый свет, исходящий от его передних лап, придавал им вид пары раскаленных гигантских ножниц, которые злобно смыкались на шее Хань Ли. Однако на этот раз Хань Ли решил ответить, а не оставаться пассивным. Все еще держась за гигантского фиолетового тигра, он с яростной силой прыгнул вниз, во время спуска горизонтально взмахнув правой ногой в воздухе.
Раздался оглушительный грохот, когда две передние лапы паука разлетелись на куски, и его отбросило в воздух потоком огромной силы. Он врезался в горную стену, прежде чем быть погребенным под падающими камнями. Как только Хань Ли приземлился на землю, он злобно развел руки в стороны, чтобы разорвать гигантского фиолетового тигра надвое. Внезапно, вопреки всем ожиданиям, гигантский фиолетовый тигр не рассыпался прахом, а превратился в плотное облако фиолетового тумана, которое полностью окутало Хань Ли. Фиолетовый туман источал сильный, неописуемый запах, и он обладал способностью затуманивать разум и дезориентировать чувства. «Брат Камень!» Встревоженным голосом воскликнула Люлэйр, увидев это. Неподалеку розовый скелет восстановился из своих останков и слегка неуверенно встал, гагача. «Хе-хе, ну и что с того, что у тебя грозное физическое тело?» Под воздействием разъедающего душу призрачного тумана старейшины Лу. Прежде чем он успел закончить предложение, с вершины одного из каменных столбов внезапно раздался мучительный вой. Фиолетово-бородый мужчина свалился с каменного столба, прежде чем кататься по земле в агонии, в то время как фиолетовый медный фонарь упал на землю рядом с ним. Фиолетовый туман, образованный гигантским фиолетовым тигром, рассеялся, открывая Хань Ли, который небрежным жестом притянул к себе фиолетовый медный фонарь. После краткого осмотра он убрал фонарь в свою сумку для хранения. В то же время полупрозрачная нить духовного чувства вылетела из головы мужчины с фиолетовой бородой, прежде чем вернуться обратно в глобеллу Хань Ли. Только тогда он повернулся и бросил взгляд на арку слева, прежде чем равнодушным голосом спросить: «Ты все еще не нашел возможность напасть на меня?» Как только его голос затих, из-за арки в мгновение ока появилась фигура, прежде чем быстро отступить. Это был никто иной, как одноглазый мужчина, который все это время воздерживался от нападения. В этот момент все его тело было заключено в костюм из колючей костяной брони, и в одной руке он держал полупрозрачный малиновый топор, который явно также был чрезвычайно мощным сокровищем. Отступив на некоторое расстояние, одноглазый мужчина с опаской посмотрел на Хань Ли, не выказывая никакого намерения атаковать. Он только что стал свидетелем того, как Хань Ли с нелепой легкостью доминирует над тремя культиваторами интеграции тела одновременно, и за весь этот процесс он не нашел ни одной возможности для атаки. Он даже не мог вспомнить, когда в последний раз чувствовал себя таким беспомощным в битве. Хань Ли взглянул на одноглазого мужчину, прежде чем отвести взгляд, а затем неторопливо направился к одной из арок. Судя по тому, как плотно его одежда прижималась к его телу, было ясно, что на него все еще действует огромная сила, оказываемая морем крови, но, хотя он шел не очень быстро, он явно тоже не испытывал затруднений. Подойдя к одной из арок, он на мгновение осмотрел ее, прежде чем внезапно согнуть колени и обхватить руками один из столбов. Затем он внезапно начал напрягать все свое тело, поднимая столб вверх. Земля яростно задрожала и затряслась, когда в глазах гигантской призрачной головы на арке появилось очеловеченное выражение шока и ужаса. Вся арка начала раскачиваться из стороны в сторону, становясь все выше и выше, пока, наконец, не была полностью вырвана с корнем. Гигантская призрачная голова издала мучительный вопль, сразу же после чего вся арка сжалась среди вспышки черного света, превратившись обратно в черный значок, который упал в руки Хань Ли. В то же время обширное море крови также яростно взбурлило, прежде чем значительно уменьшиться в размерах. Хань Ли убрал значок, прежде чем направиться к другой арке. К этому моменту горбатый старик и фиолетово-бородый мужчина уже поднялись на ноги, а красный скелет уже вернулся к своей первоначальной человеческой форме. 4 культиватора интеграции тела секты Небесного Призрака стояли в 4 углах долины, наблюдая со сложными выражениями лиц, как Хань Ли один за другим выкорчевывает арки, но никто из них не вмешался, чтобы попытаться остановить его. Все 4 стояли молча, по-видимому, чего-то ожидая. Несколько минут спустя, когда Хань Ли убрал последний черный значок, он внезапно поднял бровь, прежде чем повернуться в определенном направлении. Затем он резко открыл рот, прежде чем силой выдохнуть, выпустив все дьявольское пламя, которое он поглотил ранее. Дьявольский огонь взметнулся в небеса, а затем сошелся в воздухе, образовав 4 облака огня размером с колеса повозки. Сразу же после этого огненные облака превратились в 4 огненных черных питонов, каждый из которых был длиной в несколько метров, и они в унисон набросились на 4 культиваторов интеграции тела. Все 4 были сильно встревожены, увидев это, и поспешно призвали различные защитные сокровища, создав защитные барьеры, чтобы укрыться от пламени. Глава 55. Объяснение. Несмотря на то, что 4 культиватора интеграции тела приняли обширные оборонительные меры, они все еще обильно потели от страха. 4 огненных черных питона были длиной всего около 9 метров каждый, но они были проявлены 9 небесными дьявольскими огнями, которые ранее заполняли всю эту долину. Как высокопоставленные культиваторы секты Небесного Призрака, они лучше всех остальных знали, насколько страшны эти огни. Даже будучи культиваторами интеграции тела, малейшая потеря концентрации могла привести к катастрофическим последствиям. Никогда они не думали, что когда-нибудь окажутся на приеме этих дьявольских огней.
Как раз в этот момент в воздухе над долиной появилась вспышка белого света, а затем разделилась на 4 части, прежде чем быстро опуститься сверху, двигаясь с такой поразительной скоростью, что казалось, будто они оказались перед 4 культиваторами интеграции тела посредством мгновенной телепортации. Это были 4 полосы полупрозрачного мечевидного света, и они начали вращаться в воздухе, образуя 4 колеса света, каждое из которых было около 3 метров в диаметре. В следующее мгновение 4 огненных черных питона врезались в колеса света, прежде чем яростно взорваться вспышками черного огня. В конце концов, огненные черные питоны были потушены, когда по воздуху прокатились мощные ударные волны. Сразу же после этого в воздухе над долиной возникли пространственные флуктуации, и появился мужчина в черной мантии, которому на вид было около 40 лет. У него был изящный и утонченный вид, но его брови были остры, как пара грозных мечей. Затем 4 меча обратились обратно в полосы белого света, которые вернулись к фигуре в черной мантии, прежде чем в мгновение ика исчезнуть в его теле. Боевой дядя Дуань, 4 культиватора стадии интеграции тела были в восторге, увидев прибытие мужчины в черной мантии. Хань Ли остался на месте, направив свой взгляд прямо на мужчину в черной мантии. Этот человек был никем иным, как одним из 2 патриархов секты Небесного Призрака стадии Великого Вознесения Дуань Жэньли. Дуань Жэньли окинул взглядом местность и обнаружил, что почитаемая долина Дьявольского Пламени секты превратилась в хаотичный беспорядок, в то время как 4 культиватора интеграции тела выглядели совершенно подавленными и побежденными. Его выражение лица осталось неизменным, но его веки слегка подергивались. Затем он опустил голову, чтобы направить свой взгляд на Хань Ли, прежде чем вытянуть руку вперед и растопырить пальцы. 5 пальцев на его руке мгновенно приобрели полупрозрачный вид, и с кончиков его пальцев непрерывно вспыхивал духовный свет. Бесчисленные полосы белого света вырвались из кончиков его пальцев, а затем превратились в сотни белых костяных летающих мечей, каждый из которых был длиной около 30 сантиметров, пронзительно визжа, когда они дождем обрушились на Хань Ли. Хань Ли сделал ручную печать, увидев это, и раздался поток тресков и хлопков, когда его тело резко увеличилось в размерах. Бесчисленные золотые чешуйки появились на его коже среди вспышки золотого сияния, мгновенно покрыв все его тело. Буря белых костяных мечей прибыла в мгновение ика, ударяя его в быстрой последовательности, создавая взрывы белого и золотого света, которые полностью поглотили его. Мощные ударные волны прокатились по окрестностям, как свирепый ураган, вызывая появление бесчисленных тонких белых разломов в окружающем пространстве в радиусе нескольких сотен метров. В то же время в воздухе прямо над взрывами возникли пространственные колебания, и из воздуха появился небольшой черный знак, а затем мгновенно увеличился до размеров павильона, прежде чем опуститься сверху, излучая безграничное черное сияние. Еще до того, как печать полностью обрушилась, она высвободила поток удушающего духовного давления, которое заставляло ближайшие окрестности значительно искривляться и деформироваться. Внезапно раздался оглушительный грохот, и гигантская печать внезапно остановилась как вкопанная примерно в 3 метрах над землей, не в силах спуститься дальше. Выражение лица Дуань Жэньли наконец слегка изменилось, когда он увидел это. Несмотря на то, что он только что развязал 2 мощные атаки одну за другой, все это произошло в мгновение ика, и в этот момент взрывы белого и золотого света утихли, открывая ситуацию внизу. Хань Ли неподвижно стоял на месте, как несокрушимая гора, подняв правую руку над головой. Рука была полностью покрыта золотой чешуей, и она держала в воздухе гигантскую черную печать. Его ступни уже погрузились в землю, и вокруг него открылась серия разломов. Он посмотрел на Дуань Жэньли со спокойным выражением лица, а затем резко согнул правую руку, прежде чем снова выпрямить ее. Мгновенно раздался оглушительный грохот, и огромная черная печать была отброшена, как будто это был всего лишь кусок дерева, вылетев из долины с поразительной скоростью, прежде чем исчезнуть вдали. Сразу же после этого Хань Ли подпрыгнул в воздух, в мгновение оказавшись недалеко перед Дуань Жэньли, прежде чем нанести ему злобный удар кулаком. Выражение лица Дуань Жэньли осталось совершенно неизменным, увидев это, и как раз в этот момент за спиной Хань Ли без предупреждения внезапно появилось серебряное кольцо, прежде чем полететь прямо к нему. Казалось, Хань Ли уже предвидел это, и он быстро обернулся, взмахнув рукой в воздухе рубящим движением, чтобы разрезать кольцо надвое. Однако, к удивлению Хань Ли, 2 половинки серебряного кольца внезапно исчезли, оставив после себя лишь след остаточных изображений. В следующее мгновение они без предупреждения появились по обе стороны от него. Сразу же после этого 2 половинки серебряного кольца сошлись к центру, чтобы снова образовать целое кольцо, плотно сжимая тело Хань Ли внутри него. Ослепительный духовный свет исходил от кольца, когда оно продолжало сжиматься, и искры хаотично летели между внутренней стенкой кольца и золотыми чешуйками на коже Хань Ли, которые непрерывно потрескивали, выглядя так, будто их вот-вот раздавят на куски под огромным давлением. К этому моменту Лю Лэр уже отступила в край долины, и она была сильно встревожена, увидев это. Брат Камень, напротив, 4 культиватора интеграции тела были в восторге от такого развития событий. Хань Ли, казалось, ничуть не паниковал, когда издал низкий рев,
Из его тела мгновенно раздался поток оглушительных раскатов, когда на его груди и животе появились 5 пятнышек синего света. В то же время все мускулы по всему его телу вздулись, еще больше увеличив его рост. Затем он с огромной силой поднял руки, насильно расширяя серебряное кольцо, когда оно хаотично мигало. На его поверхности появились бесчисленные серебряные руны, но этого все еще было недостаточно, чтобы сдержать непостижимую силу Хань Ли, и оно взорвалось с глухим треском. На лице Дуань Жэньли наконец появилось серьезное выражение, и он отпрянул назад, подняв руки, по-видимому, собираясь высвободить какие-то другие сокровища или способности. Хань Ли, конечно же, не собирался позволять Дуань Жэньли делать то, что ему заблагорассудится, и он внезапно исчез на месте. В следующее мгновение Хань Ли призрачным образом снова появился прямо за спиной Дуань Жэньли, затем сжал руку в кулак, прежде чем нанести удар. Его кулак сиял ослепительным золотым сиянием, и в пространстве за ним остался большой белый разлом. Дуань Жэньли немедленно обернулся, а затем открыл рот, чтобы выпустить малиновое облако, которое превратилось в малиновый световой щит, расположившийся прямо перед ним. Кулак Хань Ли ударил по малиновому щиту, и поверхность щита значительно прогнулась, прежде чем он взорвался облаком кровавого тумана. Кулак Хань Ли ничуть не замедлился, когда он пробил грудь Дуань Жэньли. Однако он знал, что это еще не конец битвы. В следующее мгновение тело Дуань Жэньли распалось на облако кровавого тумана, оставив после себя только белый скелет, который свисал с руки Хань Ли. Пространственные флуктуации возникли на расстоянии более 300 метров, и Дуань Жэньли появился из воздуха. Казалось, он был совершенно невредим, но его лицо было слегка бледным. Все это произошло в мгновение ока, и 4 культиватора интеграции тела не могли не обменяться взглядами друг с другом, только чтобы найти свое собственное изумление, отраженное в глазах друг друга. Дуань Жэньли некоторое время молча рассматривал Хань Ли, а затем задумчиво произнес: «Подумать только, что культиватор тела, сравнимый по силе с существами стадии Великого Вознесения, появился в этом мире всего за несколько столетий, что я провел в уединении. Могу я узнать ваше имя? Вы слишком добры, товарищ Даос Дуань». «Меня зовут Хань Ли», — ответил Хань Ли с легкой улыбкой, а затем небрежно отбросил в сторону белый скелет. Золотые чешуйки по всему его телу быстро исчезли, и он, казалось, был доволен тем, что битва на этом закончилась. «Понятно. Могу я спросить, с какой целью вы пришли сюда, товарищ Даос Хань? Будучи культиватором вашего уровня, вы должны действовать так, как подобает вашим силам. Почему вы пришли сеять хаос в нашей секте Небесного Призрака и навредили столь многим нашим ученикам? Я считаю, что вы мне должны объясниться», — сказал Дуань Жэньли, и его голос внезапно стал холодным. «Довольно забавно, что вы обращаете это против меня. Сначала ваша секта Небесного Призрака похитила близкого мне человека, а затем насильно телепортировала меня сюда, используя секретную технику. Я надеялся, что вы сможете дать мне объяснение», — сказал Хань Ли с холодной улыбкой. Дуань Жэньли слегка запнулся, услышав это, затем повернулся к 4 культиваторам интеграции тела и спросил: «Что здесь происходит?» Остальные 3 культиватора интеграции тела повернулись к мужчине с фиолетовой бородой за объяснениями. «Ранее я получил известие, что кто-то вторгся в нашу секту, поэтому я пошел расследовать. Я видел, что этот товарищ Даос Хань был довольно грозным противником, поэтому я телепортировал его сюда, чтобы сдержать его в массиве. Что касается того, почему он пришел в нашу секту Небесного Призрака, боюсь, я на самом деле не знаю», — объяснил фиолетово-бородый мужчина после минутного колебания. «Немедленно расследуйте это дело», — приказал Дуань Жэньли непреклонным голосом. «Есть», — поспешно ответил фиолетово-бородый мужчина, прежде чем вылететь из долины. Взгляд Дуань Жэньли молча вернулся к Хань Ли. Хань Ли повернулся к Лю Лэйр, чтобы ободряюще взглянуть на нее, а затем повернулся лицом к Дуань Жэньли с легкой улыбкой на лице. Примерно через 15 минут фиолетово-бородый мужчина вернулся в долину, а затем передал сообщение Дуань Жэньли с помощью голосовой передачи. Брови Дуань Жэньли слегка нахмурились, услышав то, что было сказано, но затем его выражение лица немедленно вернулось к нормальному, когда он отмахнулся рукой. Фиолетово-бородый мужчина поспешно отступил в сторону. «Так вы из секты Холодного Пламени, верно, товарищ Даос Хань?» — спросил Дуань Жэньли медленным и размеренным голосом, по-видимому, обдумывая, что он собирается сказать дальше. «Верно», — правдиво ответил Хань Ли. «Невероятно думать, что секте Холодного Пламени удалось полностью втайне создать такого могущественного культиватора тела, как вы. Я должен принести секте Холодного Пламени и вам мои искренние поздравления», — сказал Дуань Жэньли с фальшивой улыбкой на лице. «Я предлагаю вам не пытаться сменить тему, товарищ Даос Дуань», — ответил Хань Ли с легкой улыбкой. «Я уже разобрался в ситуации. Я слышал, что у вас были некоторые разногласия с ныне покойным старейшиной внешнего двора нашей секты, и все, что произошло после этого, было огромным недоразумением. Видя, что этот старейшина уже мертв, а ситуация уже прояснилась, нет смысла продолжать нашу битву.
как насчет того, чтобы мы остановились на этом, и я пришлю несколько человек, чтобы сопроводить вас и вашу спутницу из нашей секты?» — предложил Дуань Жэньли. В его глазах уровень культивации Хань Ли был не очень высок, но он явно применил какой-то метод, чтобы скрыть свой истинный уровень культивации. Другое существо секты Небесного Призрака стадии Великого Вознесения как раз в этот момент отсутствовало, поэтому было неразумно продолжать эту битву. Значит, меня без всякой причины телепортировали в вашу секту, а затем мне пришлось терпеть нападение бесчисленных культиваторов вашей секты, и теперь вы говорите мне, что все это просто большое недоразумение, и делать вид, что ничего не произошло. Вы бы согласились на это, если бы были на моем месте, товарищ Даос Дуань? Возразил Хань Ли с холодной улыбкой.